Посмотрите, как пусто. Есть немного автомобилей и поют птицы. И больше практически никого. Сегодня 16 июня 2025 года, и всем привет из солнечной и уже достаточно жаркой Одессы, потому что у нас сегодня 27 градусов. Представляете, 16 июня, так еще немного, середина лета, а потом уже и осень. Лето очень быстро проходит, и сейчас иду по улицам, и совершенно пусто. Приехала в исторический центр города, здесь так тихо, и совершенно нету людей. Такое чувство, что все одесситы вместо работы поехали на пляж позагорать, пока нету большого количества туристов. Интересного кота увидела на стене. Класс. Только черному коту и не везет. Вот так вот. Все боятся, когда коты перебегают дорогу черные, но на самом деле это все ерунда. Черные коты замечательные животные и тоже имеют право на то, чтобы их любили. Есть у нас хорошая новость для одесситов. Это та, что уже несколько дней у нас достаточно тихо. Была, по-моему, только за несколько дней одна воздушная тревога. И мы хоть немного можем расслабиться и выспаться, потому что до этого реально можно было сойти с ума от того, что происходит, и от того, что абсолютно никто не спал. Уже в какой-то момент, поверьте, организм так обессилел, что все только об этом и говорили. Но сейчас, к счастью, тихо, спокойно. Надеемся, так и будет, но уже даже страшно подумать. Обычно говорят, что затишье перед бурей. Будем надеяться, что это будет не так. Я знаю, вы очень любите интересные места в Одессе, особенно старые одесские дворики, потому что каждый из них по-своему индивидуален и уникален. И вот мы пришли в один из них. И знаете, в чем его уникальность? Он занимает целый квартал и имеет 3 проходных двора. И сейчас каждый из этих дворов мы с вами посетим. В прошлом году мы уже с вами приезжали в это место, но здесь немного велись ремонтные работы, мастера красили арки и немного красили фасады. Сейчас, после реставрации такой маленькой, двор выглядит гораздо лучше. И хочется пожелать, чтобы в Одессе все дворы привели в порядок, ведь это наша история и наша ценность. И что, и кого? И кого мы сразу видим? Мы сразу видим рыжего, красивого, одесского котика. Что-то он сердитый, он спал, мы его немного разбудили. Посмотрите, как здесь уютно, приятно. Сейчас на улице ветрено, но вот плюс таких двориков, что в них практически никогда нет сильного ветра. Смотрите, я отхожу, а кот идет все равно за мной. Дом является памятником архитектуры. И вот я только что встретила одного из жильцов этого дома, который мне рассказал немного интересных историй. Ребята на велосипеде едут, немного мешают. И рассказал немного интересных историй. Оказывается, здесь есть квартиры, у которых высота потолков до 5 метров. Вы представляете? Целых 5 метров. А еще в этих домах стены до 1 метра. Зимой в таких квартирах очень тепло, а летом из-за того, что толстые стены и не пропускают летнюю жару, в них остается комфортная температура и, как сказал житель этого дома, даже немного прохладно. Мне один из жильцов дома рассказал, что этот кот очень необычный, он очень умный и красивый, поэтому мы обязательно должны с вами его погладить, тем более, что он так просился. Да, котик? Ой, он мурчит. Здесь его не обижают. Он прям под мою кофточку, смотрите, такой же рыжий и милый. Раньше здесь ездили экипажи с лошадьми, а сейчас здесь проезжают автомобили. Изюминкой второго двора является вот такая интересная картина, на которой изображены 2 еврея. Сейчас подойдем ближе и покажу вам. И вот еще фасад, там где окна закрыты,
тоже разрисован картинами. Сейчас светит солнце, и, к сожалению, их плохо видно. Идем с вами в третий двор. Такие двери обожают, когда проходишь, и отреставрированы старинные двери. Все-таки они являются украшением. Возможно, многие из вас задались вопросом, что это за черные штуковины возле арок. Это колесоотбойные тумбы, или их еще называли приворотные столбы. Они устанавливались по углам арок с той целью, чтобы защитить здание, когда здесь проезжали экипажи с лошадьми. Представляете, вот как все было продумано. И они в некоторых одесских дворах сохранились до сих пор. Смотрите, крепкие. Я думаю, они здесь еще долго простоят. В этих дворах еще снимались знаменитые фильмы. Один из них «Зеленый фургон». Но этот фильм знает больше старшее поколение. Ну что, вот такая вот маленькая экскурсия у нас получилась. И мы выходим из этого дворика. Хоть я и сказала, что у нас в последнее время тихо, нету никаких дронов, взрывов и прилетов, хочется верить, что так и будет, и что лето будет хотя бы относительно спокойным, но все равно сейчас у нас ежедневно не обходится без каких-либо происшествий. Пару дней назад у нас отключили у большинства жителей города воду из-за серьезного повреждения на водопроводе, и мы практически 2 суток были без воды, в городе был настоящий коллапс, но, слава богу, воду включили. Говорят, что там еще есть какая-то поломка, но в скором времени ее ликвидируют. Ну и еще вчера, по-моему, и сегодня приходят уведомления о том, что минируют снова торговые центры. Нет спокойной жизни, когда есть воздушные тревоги, всех выгоняют с торговых центров, потому что там небезопасно, и во время воздушных тревог они не работают. А когда спокойно, кто-то играет в злые шутки, и когда в торговых центрах много людей, поступает сообщение, что они заминированы. И так сегодня заминировали практически все торговые центры в городе. Кому-то смешно, а кто-то находится в постоянном стрессе и даже не может сделать покупки. Вот все равно, где бы ты ни шел в Одессе, все равно есть и видишь последствия, что что-то случалось, то, в чем виновата война, да, посмотрите, снова фанерные листы, и в последнее время, где бы ты ни шел, в центре все время их видишь, к сожалению. Вот в этом вся Одесса, и когда идешь по улице, можно встретить какие-то необычные вещи, вот как этот гамак у дороги. Там проезжают машины, здесь в маленьком палисаднике стоит гамак. Я так понимаю, любой желающий может прилечь, отдохнуть, почитать книгу, ну или сделать какое-то фото на память. Прочитала на днях в новостях о том, что говорят, что по нам, начиная с сентября, могут запускать около 500 дронов, и могут быть атаки. Такое количество дронов могут быть при одной атаке на один город. Эти цифры, конечно, просто ужасают. Вообще непонятно, что будет дальше. Каждый из украинцев, из нас верит в лучшее, но не знаем, чего ожидать. И если действительно такое будет, то даже страшно подумать, сколько еще может погибнуть людей и что вообще может быть с Одессой, потому что, ну, представьте, если к нам прилетает по 10 дронов, и у нас такие повреждения по всему городу, люди лишаются жизни, люди теряют свои дома, теряют свое здоровье, разрушаются какие-то исторические красивые здания, памятники архитектуры. Вы представляете, что может быть, если обстрелы усилятся? Вообще даже об этом страшно задумываться. Все один период говорили только об одном, о том, что уже наконец-то все, наконец-то закончится война, и все мы заживем нормальной жизнью. Но видите, время идет, а прогнозы не сбываются.
Наоборот, в последнее время все чаще говорят о том, что наоборот, война еще может длиться долго, и готовиться к этому нужно всем. Вот такие неутешительные новости сейчас мы все читаем. И, наверное, каждый старается хвалить те места, в которых он живет. Но я хочу отметить важное. Одесса действительно очень красивый город, и если я раньше многих вещей не замечала, то в последнее время начала на это обращать внимание и понимаю, что Одесса действительно замечательный город, и понимаю, почему люди, однажды сюда попавшие, обязательно хотят вернуться еще. Еще хочу отметить, что за последние годы Одесса стала гораздо уютнее и, самое главное, гораздо чище. Несмотря на войну, город становится все лучше и лучше. И знаете, сейчас много украинцев из-за войны выехало за границу, и мне очень бы хотелось, чтобы, когда все вернутся домой, все привезли только самый положительный опыт из других стран мира, чтобы делать наш город и нашу страну гораздо лучше. Все-таки, как вы знаете, путешествия расширяют кругозор, да, путешествия развивают, ну, а жизнь в другой стране тем более. И для того, чтобы мы могли делать нашу страну еще лучше, то обязательно вот этот весь положительный опыт нужно накапливать и привозить домой. Сейчас, я думаю, все поняли, что я имею в виду. Вот мы встретили нашего зрителя, приехали за водичкой и как раз встретились. Как вас зовут? Меня зовут Антон. Антон, очень приятно. Да, мне тоже, я был очень удивлен. Хотел передать привет своему брату, чтобы наконец-то позвонил. И сестре тоже, что огромный привет. И вообще очень рад, что такие люди есть, это звезда нашего города. Спасибо, очень приятно. Что бы вы хотели пожелать людям из Одессы, нашим зрителям? Добра, спокойствия, мира и всего самого наилучшего. Спасибо большое, очень-очень приятно. Я желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Буду надеяться, что и в Одессе сегодня будет тихая ночь, и во всех городах Украины она будет такой же. До встречи в следующем видео из Одессы. Пока-пока.